в идеале должно быть 2 машины. Но это где-то в моем идеальном сне. У нас же снова поиск универсального ведрища, в лучшем случае автомобиль до 10 лет. Ну что это может быть? Ты же знаешь путь успеха. Всегда есть Kia Rio или Solaris с расходом 8. А потом ты поедешь в ленту и возьмешь 5 литров масла по акции за 1350 рублей. И с довольной улыбкой поедешь платить налог всего лишь 4000. Kia Rio! Мы договаривались, что с недоприводными машинами в твоей жизни покончено. Kia Rio. На светофоре тоже на Kia Rio будешь 2-литровых унижать? Ладно, дело твое. Но я подскажу. Байрыша Моцогалбека. Питак F10. Опять 8T. Критерий хотя бы какое-то место в салоне, что ли. Хоть какая-то динамика. Ну и потенциал для дооснащения и тюнинга. Потому что найти незасаленное ведро в жирной комплектации почти нереально. И все это каким-то образом должно функционировать в наших условиях. Байрыша Моцогалбека? Я думал, ты общаешься с пацанами из Штутгарта. Опомнись, второй юности просто нет, чтобы оставить его на СТО. Ты уже взрослый мужчина. Ты давно все доказал самому себе, а значит, другим не придется. Живи своим умом, пчела. Накатим стага тебе, впуск, выпуск и все такое прочее, чтоб полный салон кентафуриков тянуло. Я тебя не узнаю. У тебя что, штамп в паспорте появился? Нет, есть, конечно, одна тачка, я не выпускаю ее из своей головы, наверное, лет 10. Катался пару раз в 2017-м. Это очень эмоционально. Но они все взорвались еще 10 лет назад. Ну давай для прикола просто посмотрим, что там. Ну рассмотри какой-нибудь дизель, если хочется динамики. Тут и расход небольшой. И 0-100 за тобой будут. Остановись, пока остановка не стала последней. Да и никто и не был против 6-поршневой карбон-керамической тормозной системы, чтобы останавливаться с кайфом. 0-100? Это вообще для людей с традиционными ценностями? Скажи мне, у тебя в крови течет бензин или дизель? Ты же не будешь заливать туда 92-й? В поиске есть. Пробег 70, ага. По 3-му кругу, небось. Ну, неплохая комплектуха, кстати, а все, чего нет, можно дооснастить. Взять ее, что ли? Ну и что делать, блин, она такая прикольная, в ней есть все. Взять, не взять. Взять, ремалака, мьязоe, формалака. Всех приветствую! Меня зовут Янис Колонидис, и здесь я бы хотел с вами немножко прорепетировать. Это как Демис Карипидис, только Янис Колонидис. И сегодня мы будем разговаривать про автотематику, потому что так или иначе я всегда был вместе с машинками с самого детства. И я просто мечтал получить права, как все нормальные ребята, чтобы быть более мобильным, чтобы мыть свою машину сам и так далее и тому подобное, потому что это было всегда для меня какой-то частичкой меня. И мой путь начался, естественно, когда мне было где-то 18-19 лет. Начался он с ВАЗ-2114 в абсолютно взорванном состоянии, естественно, потому что я на тот момент копил деньги на BMW, как все школьники, плюс-минус, но мне не хватило. А делить тачку с мамой или с папой мне уже надоело. И было у меня 100 тысяч рублей. Чуть меньше, чем вышеуказанная сумма. Дешевле я нашел себе ВАЗ-2114, купил ее и начал ее реставрировать полностью, потому что машина была, как я уже сказал до этого, реально взорванная. Тем не менее, у меня получилось ее восстановить. Мы варили пороги, варили дно, варили арки, меняли мотор, поставили туда спорт ГБЦ, ездили на Казань-ринг.
Ну, конечно, там показать что-то интересное у меня не получилось. Мое время на тот момент было, кажется, 2:01, что считалось, ну, такое. Вот. Ну и, собственно, после вот этой гоночки на ринге я морально немножко выгорел, потому что я уже сделал с этой машиной все, а она, в принципе, как не ехала, так никуда и не едет. Вот. И к тому моменту у меня был уже готовый 1.7 мотор на балконе, потому что на балконе у студента из Российской Федерации может быть что? Шиномонтаж, автосервис или все вместе. Собственно, у меня было примерно вот так же. После Казань-ринга, после поездок на Казань-ринг на ВАЗ-2114 я немножко выгорел к этой машине и действительно уже был готов поменять ее на что-то. В тот момент мой товарищ из автотематики, из автотусовки нашего города, он мне предложил Audi A4 B5. Ракета, пушка, ракета, пушка, пушка, ракета, пушка, ракета, пушка. У него была B6 на пневме, а он подсадил меня, скажем так, на эту историю кузовом B5. Но это было 1.8 турбомотор, если не ошибаюсь, АВМ. Механическая коробка от дизеля свапнутая, длинная. Полный привод Quattro. А так как у нас в стране 9 месяцев в году дождь, снег, снег, дождь, дождь, снег, снег и дождь, снег, дождь, снег, дождь, снег. Короче, всякая такая движуха. Полный привод Quattro, конечно, здесь решает 100%. Соответственно, я приобрел этот автомобиль и начал восстанавливать его, потому что, на секундочку, ему было 16-17 лет или что-то из этой серии. С ней у меня было гораздо больше именно эмоций, потому что автомобиль все-таки был с завода на 170 лошадей. И еще у меня стоял пайп, и там какой-то евро 0, там -1 чип. И все это дело примерно 200 сил по логам давало. Ну, там, примерно. Там. Я тот чувак, который не клеит на все деньги. Он на все деньги едет. Ездил я на этом автомобиле достаточно долго. Мы поставили очень прикольную аудиосистему. Кстати, салют Ильясу. Он до сих пор во всех моих тачках ставит аудиосистемы, и они прекрасно играют. Ничего не загорелось ни разу, поэтому все классно. Не загорелось, кстати, потому что я люблю усилители Ground Zero. Не потому, что он там криво что-то устанавливает. Вот. Проехал я на этом автомобиле где-то в районе 2-2,5 лет и где-то 60 тысяч пробега. Да, естественно, были вложения, но за вот период вышеназванный я вложил, ну, может, 1150. Да, по тем временам это действительно не маленькие деньги, но если растянуть их на 2 года, это нормально. Тем более для такого возрастного автомобиля. Я, пересел с ВАЗ-2114, поймите правильно. После ВАЗ-2114 ты залетаешь в салон, где кожа, рожа, люки и так далее и тому подобное, где двери тяжеленные, где у тебя не задувает, когда ты там 120 набрал скорость, где у тебя там ничего не свистит, не скрипит и так далее и тому подобное. И даже можно опустить тот факт, что машине 17 лет. Действительно, она через 17 лет была вполне пригодной машиной для эксплуатации. То есть я просто, для меня это был вау. Правда, это было очень классно. Продаешь свой тюнинг на балконе, продаешь ведро, на которое предназначен этот тюнинг. В принципе, тебе хватает на левел-ап по автомобилю, что и случилось в моем случае. Поэтому буквально через пару недель я оказался за рулем А4, B5, 1.8 турбо, механика, полный привод Quattro. Первая зима на этом автомобиле показала мне, насколько автомобиль может быть действительно контролируемым на плохом покрытии. А плохое покрытие у нас в стране примерно 9 месяцев кряду. Купив этот автомобиль, Audi A4 B5, я, естественно, приехал на район. На районе я получил гиперуважение и так далее и тому подобное, потому что нифига себе первый парень на селе. Чё за тачка? Очень крутая. Он только что ездил на саморазлагающемся автомобиле, а здесь теперь нормальная такая бричка, очень даже прикольная. И, естественно, один человек из компании захотел себе такую же машину. И мы поехали с очень таким большим человеком, поехали в прекрасный город Нижний Новгород для того, чтобы посмотреть такую же машину. Эта поездка показала мне, насколько важны шины, точнее их год выпуска, свежесть и так далее. Все же на своем опыте. Все, что я вам здесь рассказываю, я прошел сам. Вы здесь не увидите ничего и не услышите ничего того, чего не было пройдено мною лично. У нас взрывается колесо на скорости 180 км в час.
Просто потому, что резине было 13 лет. Или там 15, ну, что-то такое. Ну, вот прошлый владелец отдал, как говорится, прошлому владельцу отдал предпрошлый владелец. И, короче, резина эта кочует до тех пор, пока не взрывается на 180 км в час у меня. У нас, в принципе, все так происходит вообще на БУ рынке всего. Берет один, второй, там, третий, и один отвечает за этих троих просто. Вот. Но мы сейчас не об этом. В общем, мы приезжаем, убеждаемся, что машина полный труп, и не покупаем ее. И едем обратно с кайфом, на запаске летней, спереди. Ну, там, я не знаю, что, зима вообще просто, как бы, самый разгар зимы. Cause I come to defeat. I don't want 'em. I peek, these niggas all sweet. Bamboo sticks all in the Jeep. It's a new weirdo every week. Get the what, put it up for my seeds. Проблемы B5. Слушайте, их было немало в силу возраста. У машины был пробег на момент покупки где-то 300, там, чуть за 300 тысяч километров. Проблем было, ну, как сказать, то есть сыпалось все. Ну, патрубки стреляли один за другим. То есть резинки мы меняли там, я не знаю, ну вот один патрубок антифризный там высох, потом второй там, потом третий. Просто не было возможности, поймите правильно, мне было, по-моему, 20 лет, 21. Не было возможности покупать все сразу и менять все комплексно, как я это делаю сейчас. Ну, типа, не потому, что там я гипер там богатый и вот меняю все там, что не надо менять. Просто я уже это прошел. То есть, если есть проблема в какой-то, у какого-то узла в автомобиле, я подхожу очень глобально. То есть, если мне не нравится один патрубок, я могу поменять все патрубки. И буду себя прекрасно чувствовать. Это как бы и называется, это и есть философия Джиани. Поймите правильно. То есть, я не буду ждать, пока взорвется второй патрубок. Я поменяю их оба сразу. Арик. Строго. И можете кидать в меня типа камнями, там, я не знаю, помидорами и так далее и тому подобными вещами. Я здесь говорю не как делать вам, а как делаю я. То, что делаете вы, это ваше право. Вы хозяин своего автомобиля. А я всего лишь подчеркиваю, что и как делаю я. И почему. Потому что я прошел этот путь сам. Итак, вернемся к обслуживанию А4 Б5. Это было очень интересным заданием. Я выражаю огромный респект Б5 чату ВКонтакте. Это реально вот сообщество братьев было такое. Ты всегда мог написать про свою проблему, чтобы вы понимали, в кузове Б5 идет следующая линейка моторов. То есть там стоит как и 1.6 атмосферный, как 1.8 атмосферный, также и 1.8 турбо. Потом, по-моему, идет 2.4, 2.6, 2.8, все это V6. И в кузове S4, значит, там идет мракобес этот, блин, 2.7 битурбо. Вот это, ребята, вот это, ну, это что-то запрещенное, действительно. Это просто, это сумасшедший мотор, правда. Ну, вернемся еще, возможно, к нему. Возможно, вернемся. Еще были, по-моему, 1.9 турбодизель, естественно, и 2.5 турбодизель. Вот. И ты вот миллион моторов, да, все в одном кузове. И ты мог в одном месте получить полностью всю информацию от своих собратьев, которые тебе помогали, там, говорили, что надо менять. Более того, они тебе говорили, какой брать фирмы запчасть, если у тебя не было на оригинал или там на хороший аналог, какой аналог, скажем так, мог походить какое-то время и так далее и тому подобное. Ну, вы вдумайтесь просто. Ни у одного дилера такой поддержки нет и не будет никогда. Вы просто поймите это. Это был очень классный чатик. Мне кажется, он существует до сих пор, просто я бы 5 продал уже очень давно. И всегда вспоминаю его только с теплотой. К моменту расставания с Б5 у меня, по-моему, треснул маховик, вот, погнула корзину, я все это дело поставил, там, поменял, поставил новые сцепления и так далее и тому подобное, и был тоже, ну, уже, в принципе, готов к расставанию с этим прекрасным автомобилем. Автомобиль был продан товарищу,
ну, впоследствии и в дальнейшем товарищу, то есть, да, на тот момент я, в принципе, пару раз его видел. Вот. Он на ней проехал за год еще 100 тысяч километров, так как он жил, скажем так, если так можно выразиться, в Казобласти, да, вот есть Москва, Мособласть, есть Казань и Казобласть. Вот, допустим, выразимся так. Он жил чуть за городом, поэтому пробег машина наматывала очень нехилый. Да, проблемы его тоже сопровождали, естественно, но тут как бы возраст плюс пробег и так далее и тому подобное. На данный момент история этого автомобиля неизвестна. Кто-то говорит, что он его где-то иногда видит, ей очень плохо и так далее и тому подобное. Вроде как бы я ее ни разу не замечал. Желаю ей только здоровья. После продажи B5 стал вопрос о повышении уровня мощности. Имеется в виду то, что ты как бы еще молодой парень, еще амбициозный, очень сильно парень, и тебе хочется еще злее, чем 200 лошадей. Соответственно, ты стал выбирать те или иные машины, но по тем или иным причинам где-то чуть не хватало просто на живую машину, потому что как бы B5, она научила меня считать деньги. Ну вот действительно. То есть можно было на тот момент взять примерно там какую-нибудь A5 8T, там, я не знаю, или там какой-нибудь кузов B8, вот как эта прекрасная машина. Но они были бы ушатанные, а ценники на B8 и на B5 это немножко разные вещи, да, то есть это вот B5, B6, B7, B8 это на 3 левела выше, чем B5. Соответственно, и ценник там был примерно выше, там, ну, можно сказать, X3. И так легко и непринужденно его уже не обслужить, скажем так. Там есть ответственность в плане денег, да, большая. Плюсом, естественно, мне хотелось попробовать 2 литра. Там, на тот момент это был, по моему бюджету, это был Gen 2. Gen 3 для меня был недосягаем по бюджету. И я как бы очень много провел времени в сервисе. Я видел Gen 2 в состоянии взорвано, вскрыто, на капиталке. Человек ждет контрактный мотор. Человеку пришел контрактный мотор, он собран почему-то из говна и, там, и палок, я не знаю. Опять все взорвано, опять больно, больно и больно. Да, короче, вот до, да, как бы. После. То есть B5 нормального человека, B5 курильщика. Честно сказать, после 1.8 турбо я рассматривал также и другие марки, естественно. Также смотрел и BMW, и какие-то пытался смотреть Мерседесы. Но они меня так сильно не задевали, как вот тот самый контроль Quattro, который, знаете, мне очень важно, чтобы вот сегодня тебе пацаны сказали «го» на выходные в МСК. Наш прекрасный президент построил нам прекрасную М12, на которую мы можем сейчас выехать, дать от души и оказаться там, ну, я не знаю, в течение 5-6 часов. Вот. Поэтому мне нужен был автомобиль универсальный, не менее контролируемый в плохую погоду, и чтобы он был действительно кратно быстрее, чем B5. Я не говорю, что B5 была там какой-то гипер крутой, в нее была свапнута дизельная коробка, она была очень длинная, то есть максималка классно кладется, но с места она особо никуда не ехала. Ну и в принципе я не вижу ничего крутого вот лупить 0-100, там слынчевать каждый светофор. Здесь другая философия, понимаете? Ну, мне это не интересно. Кому интересно, пожалуйста. Кому интересно оторванные привода, раздолбанная коробка, перегретый мотор, там, и все такое прочее. Вот, пожалуйста, ланчуйте хоть каждый светофор. Я этого делать не буду. И никому не советую. Ну вот, кому интересно, пожалуйста, это ваше право, ваш выбор. Мне это не нужно, не интересно, и дай бог, чтобы вам тоже это стало неинтересным, потому что, типа, ну в чем прикол ехать 0-100? Время электричек, в принципе, 0-100 или какая-нибудь крутая электричка может показать поприкольнее. Итак, соответственно, мы определились на том, что нам нужен мощный ВАГ. Естественно, ВАГ славится своим прекрасным мотором V8, атмосферным, в разных генерациях. Он выдает от там 344, там где-то вот так вот, до, по-моему, 450
сил. Но это тоже очень такая такая лялечка, с которой постоянно нужно вот прям вот с нее сдувать пылинку. Ее нужно всегда очень хорошо догревать. Они задиристые и так далее. И там... Они задиристые. Смотри. Что ты скажешь мне про задиры, ты, бля? Ай. Ладно, суть, конечно, не в задирах там и так далее. Ну, просто V8 на морде, вот сейчас будет раскрыта очень такая затронутая интересная тема, да? То есть это true. Atmo V8, я не спорю и никогда не спорил. Тем более есть очень крутые варианты со S5, где они есть на механиках. По-моему, в RS5 тоже есть механические коробки. Ну, это действительно драйверский автомобиль. Ну, ребята, которые покупают RS, там, M, AMG, они их не смущает наличие механической КПП вообще. Вот. Но меня смущает. Ну, просто потому, что я заношу денег. Заношу при покупке. Заношу при налоге. Заношу на заправке, на обслуге. Вообще, типа, везде заношу. И еще заношу передачу. Ты везде заносишь денег. Ты эксплуатируешь автомобиль не только на Казань-ринге, не только на гоночном треке. Ты ездишь с девушкой куда-то, ты ездишь с друзьями, ты едешь один, ты едешь на дальняк и так далее и тому подобное. И мне хотелось универсальную машину. Да, я соглашусь, что лучше иметь два разных автомобиля. Один для рататуев, а второй для там дейли, повседневная машина. Но у меня пока нет возможности иметь две машины. Как у очень большого количества людей, поэтому как бы что-то хочется найти, какую-то серединку. И поэтому ты взял 3 компрессора. Я иногда сам себя вообще просто ору. Ну, потому что, как бы, с одной стороны, это реально абсурд. Но, как бы, у медали есть две стороны, да? Поэтому, как бы, вот с другой стороны могу ответить другим. Ну, это действительно универсальная тачка. Мы остановились на том, что меня не устраивает V8. Ну, правда, он не устраивает меня. И я вам обещал раскрыть очень щепетильную тему. Тему рулежки. Сейчас вот BMW-шники, Mercedes-ники, там, я не знаю, кто еще остался там. Все вообще вот эти вот гипербоги, гипербоги руления, которые вам рассказывают про то, как ВАК не рулится. Ребят, я вам скажу так. Я, конечно, не хочу с вами встречаться в потоке, потому что на дорогах общего пользования не стоит ездить быстро, там, огалить и так далее и тому подобное. Мы не в том возрасте, и для меня это как бы немножко, можно сказать, даже это будет стыдно так себя вести на дорогах общего пользования. Вот я просто иногда прикидываю, вот у меня мама едет по Миллениуму просто, и какой-нибудь ненормальный несется там. Ну, как бы она может как минимум испугаться, да? Я не говорю, что я ангел, что я этого не делаю никогда. Ну, как бы, я стараюсь этого почти не делать, честно вам признаюсь. И всем советую. Ну, потому что то время, когда мы гоняли вот на временах, когда я ездил на ВАЗ-2114, не было столько потока, не было самокатов, не было куперов, не было Яндекс.Доставок, которым я иногда вообще не знаю. Я думаю, они инопланетяне, знаешь? Вот просто они, они инопланетяне, отвечаю. Они вообще не понимают, как они передвигаются. То есть вот если кто-то был в странах Азии, где очень сильно развита именно тема мотороллеров, мопедов и так далее, они все вот едут очень хаотично. Вот потихонечку наш город превращается в это. И здесь я бы хотел очень сильно подчеркнуть то, что нужно начинать с нас самих. Не ругать там типа госавтоинспекцию. Вот я очень часто читаю как бы разные паблики нашего города, и там постоянно постоянное охаивание структур, госавтоинспекции и так далее и тому подобное. Ребят, вы сами ездите безобразно 80% потока. Вот я говорю абсолютно открыто, вот рука на сердце лежит. Не вы, а мы. Потому что я тоже из народа, да? Мы ездим 80% просто отвратительно. Мы не знаем правила. Да, они меняются каждый месяц, но давайте их учить каждый месяц. Мы их поучим каждый месяц, а жизни сохраняться будут каждый день. Задумайтесь, пожалуйста, об этом. Или я понимаю, да, я понимаю. То есть
действительно, перевернутая, взорванная машина, разложенная в столб там какая-то бэха и так далее, это каждый день, это уже стало нормальным, но это ненормально. Понимаете? Давайте приложим к этому что-то. По счету, значит, рулежки. Да, действительно, мне не хотелось V8 после чашек. Вот V6 я еще как-то представляю. Все-таки Flat Six. Это очень крутой мотор. Ну, правда. V6 — это идеал. Не зря шестицилиндровых машин, битурбовых, там, компрессорных. Ну, компрессорных не так много. Ну, вот битурбовые V6 — очень классная компоновка, очень классная генерация. То есть это балансировка такая, такой баланс между мощностью и рулежкой, да? Вот. Ну, у BMW есть, конечно, там рядники, шестерки и так далее. Тоже очень классные моторы. Особенно крайней генерации, очень круто себя зарекомендовавшие. Но мы немножко другой религии. Мы же общаемся с пацанами из Штутгарта, мать его, сечете. Я могу вам представить с гордостью для себя. Это мой путь, это моя гонка, это моя жизнь. И поэтому я хочу представить вам вот этот прекрасный красный автомобиль. Это Audi S4 в кузове B8. Именно в дорестайлинге. С мотором 3 литра Supercharged компрессор, что означает подхват везде, всегда. Все. Просто везде, всегда. В любой момент. Как нажал, так и поехал. И так и едешь без турбоям, без лагов каких-то и так далее и тому подобное. И я к нему очень долго шел. На данный момент он уже прошел некоторый этап Яниса, да, то есть этап Яниса — это вот как бы есть первый этап. Купил, вот это надо сделать. Вот какое-то время прошло, вот это надо сделать. Еще и так далее и тому подобное. Пока, по моему мнению, по моей философии, этот автомобиль действительно не будет идеален в плане технического состояния, в плане состояния кузова и так далее и тому подобное. Могу всего лишь добавить, что я еще ни одному автомобилю в этой жизни не сделал плохо. Честно. Я только их улучшал. Такая у меня, видимо, миссия какая-то — улучшать все и так далее. Ни в коем случае не портить. Сейчас всех ребят, которые не могут себе позволить тот автомобиль, который они хотят, я сейчас не говорю про конкретно какой-то автомобиль и так далее, у каждого свой идеал, поймите. Но я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели мне вот, в глаза, да, я же перед вами сейчас сижу. Ребят, вы знаете, что сейчас очень тяжелое время, очень странный рынок, ценообразование, да, все падает, поднимается и так далее и тому подобное. И на рынке автомобилей тоже действительно все очень сложно. Но просто имейте в виду, что я вот к этой машине шел примерно 4 года. Занимаясь разными видами деятельности, там, работая и так далее и тому подобное. Я просто хочу, чтобы вы знали, что вот в вас, во всех верит один Янис Колонидис, который прошел все это, да, огонь и воду прошел. Просто огонь и воду прошел, но я получил свое. И тот, кто действительно захочет получить свое, он это получит. Просто знайте, что когда вам говорят слева, справа про там, не знаю, минусы, да, про там тяжесть обслуживания, про уход за этими автомобилями, там, периодичность ТО там в 2 раза реже, чем у обычного, там, в 3 раза реже иногда бывает, чем у обычного автомобиля и так далее и тому подобное. Знаете просто, что вот я выбрал вот так, потому что я считаю, что мы живем сейчас. Завтра может просто не быть. Ну, когда я еще себе мог бы позволить какой-нибудь действительно интересный автомобиль? У меня были, был вариант взять автомобиль свежее, был вариант взять SUV,
Но SUV и рулица для меня это несовместимые вещи. Когда мне будет 70, я возьму себе джип. Ну, или когда у меня будет возможность иметь 2 автомобиля, как я и говорил до этого. Поэтому, друзья, машина представлена, повторюсь еще раз, это S4B8. В дальнейшем я буду стараться объяснять, показывать, что и как я буду делать с этим автомобилем и какой философии я придерживаюсь при обслуживании того или иного автомобиля. Всем спасибо. Я хочу снег, а не вот это вот все грязное. Это рубрика полезная, и в этой рубрике мы будем обсуждать потенциально опасные участки нашего города. На одном из таких участков мы находимся в данный момент. Это пересечение улиц Бутлерова и Пушкина. И на этом прекрасном перекрестке разворот запрещен. Да, разворот на нем действительно запрещен. Пацаны, которые разворачиваются на этом развороте, если что, разворот запрещен. Вот. Потому что когда вы разворачиваетесь, вы парализуете одну из полос, которые поворачивают под стрелку направо со стороны кольца. И мы стоим в пробках. Да, типа, ну это еще полбеды. Самое коварное на этом перекрестке, на этом участке, это именно несоблюдение линейности и разметки. Разметка и также дублируется еще и знаками сверху. То, что с крайнего левого ряда можно только уйти налево на Пушкина, а со второго ряда можно проехать как налево, так и прямо. Что было со мной буквально позавчера. Со второго ряда я хотел уйти налево. Ну и, собственно, мне пришлось пропустить автомобиль как бы с первого ряда, потому что, он не собирался уезжать налево. Он ехал прямо. И чтобы, не завершить маневр у него в бочине, я как бы немножко притормозил, дал ему проехать и потом завершил свой маневр. Но я его пропустил, притормозил, сзади меня еще человек притормозил, а может быть за ним еще один, и не дай бог, кто-то бы не успел это сделать. В общем, это на ровном месте, по сути, аварийная ситуация. Пожалуйста, соблюдайте разметку. Знаки в приоритете. Разметка. Если не успели посмотреть знак, всегда вам подскажут. Вот так-то в приоритете, понятно, светофор. Если он не работает, знак. Не успел посмотреть знак, разметка. И все это есть здесь. То есть, есть типа 3 варианта соблюсти правила, бро. Хотя бы один какой-то ты должен, как-то его, как-то с ним, понял, договориться, брат. Понимаешь? Поживем побольше, подольше давай немного. Да и не сегодня, откинемся там, не знаю. Или совершим какое-нибудь тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Давай не сегодня. Давай не в этой жизни вообще, правда. И так снега нет, так грустно всем. Вот.